Добрый день, дорогие зрители моего канала. Сегодня у нас очередной новый выпуск. Тем, кто еще меня не знает, попал впервые на мои видео, заходите на канал, подписывайтесь. Это канал для любителей красивой посуды, декора, в общем, всей красоты, которая нас окружает или может окружать. Антикварные, винтажные вещи, современные, но очень красивые. Сегодня у нас будет обзор, будет несколько предметов, будет статуэтка, будет большой чайник, все с ручной росписью, все оригинальное и так далее. Будем сейчас смотреть, ну а вы поставьте, пожалуйста, сразу лайк, не откладывайте на потом, я знаю, что вы потом его не поставите, поэтому прошу поставить сразу. И, конечно же, подпишитесь на канал, если вы, как и я, любите красивую посуду. И приступаем к просмотру. Такая красивая у нас статуэтка. Ее название, если я не ошибаюсь, грибница. Это оригинальная статуэтка прошлых лет, уже винтажная. Какой завод, клеймо, сейчас все покажу. Вот она немного покрутится, продемонстрирует себя со всех сторон. И посмотрим клеймо сейчас с вами. Видите, какая роспись, много золотом подрисована. Очень красиво смотрится она. Дело в том, что, друзья, вот был я недавно на киевской барахолке и смотрю блогеров тоже с киевской барахолки. Статуэтки 95% это современный новодел. Делают, наверное, слепки со статуэток. И, соответственно, уже наши мастера штампуют эти все современные подделки. Просто вот 95% можно даже не смотреть, там все признаки, что это новодел. Также на платформах очень много продают новодела. Недавно чуть сам не попался. Тоже продают в объявлениях сервизы. Городница, ну просто городница этот сервис никогда не выпускала. Клеймо непонятного цвета, сомнительного. И этот сервис всегда выпускали Буды. Ну, видно, что он новенький, а потом еще продавец проговорился, то у меня их в ящиках очень много запакованных. Ну, там все признаки налицо. Поэтому будьте осторожны. Даже блогеры наши известные, как я сейчас смотрю, покупают новодел. Сами этого не подозревая. Потом хвастаются. Вот я купила полонное. Клеймо вот такое. Это старенькое. 50-х годов. Видите, мы видим рисунок золотом нанесенный. Вот такая красивая грибница. Видно, что и фарфор старенький. Фарфор тоже немного состаривается. И по цвету, и по клеймам. Ну, там признаков много, как это все определяется. Выглядит она прекрасно, как я считаю. Вот такая милая статуэтка есть в моей коллекции. Просто замечательная. И сейчас с вами посмотрим еще наш доливочный чайник, который пришел ко мне вчера. Будем смотреть. Итак, вашему вниманию предстал вот такой красивенный доливочный чайник. Его объем 2 литра. Чайник с изображением рябины. Этот чайник бывает еще с золотой подрисовкой, но этот без, этот с люстровой подрисовкой. Вместо золотой клеймо тоже мы посмотрим с вами. Очень много ручной росписи, как вы можете наблюдать. Очень много. Мне этот чайник нравится. Когда-то у меня был такой маленький. Ну, у меня его попросили, если честно, продать. Ну, я потом не то чтобы жалел, мне почему-то чайники нравятся большие. Вот я собираю теперь большие чайники нашего производства. Мне они очень-очень нравятся. Я считаю, что они достаточно красивые. Так, вот посмотрите, как
расписана крышка даже. Она достаточно расписная, тоже с рябиной. Все состояние прекрасное. Клеймо у нас Полонский завод. Там же их два было. Второй художественной керамики. Не знаю, какой из них какой. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. Состояние отличное. Носики, все целенькое у нас. Выглядит замечательно. Роспись богатейшая. Очень красиво. Здесь два вида росписи, дорогие зрители. Подглазурная. Вот зеленые листики. Подглазурная. Люстр вот этот. Подглазурная роспись. Надглазурная только рябина и коричневые веточки. Вот так наведены. Это надглазурная. Все остальное у нас подглазурная роспись. Также напишите, понравились ли вам ролики с распродажами. С прошлой распродажи почти все забрали из моей коллекции. Остались пара бокалов из цветного хрусталя. Если вам понравились и вы хотите еще распродажу подобную, напишите. Я подумаю, кое-что соберу до кучи. И устроим с вами распродажу такую. Из моей коллекции, конечно же. Поэтому красиво выглядит этот чайник. Крышка дополняет рябина сверху. Просто замечательно. И продолжая тему похода на барахолки. Очень много подделок сейчас. Просто опасайтесь. Очень много статуэтки. Вообще вся платформа для продажи завалена подделками. Все что угодно. Поэтому осторожно. Лучше не купить, чем купить этот хлам. Он никому не нужен, никакой ценности не имеет. А люди тоже покупают, выставляют и в фейсбуках, в группах любителей фарфора. Ну и там такие, как я, дядьки-зануды и тетки, сразу пишут, это новодел, это фигня. А куплено было за большие деньги. Жалко людей, которые на это ведутся. Ну и уже очень много и сервизов наших поддельных тоже есть. Я увидел их лично уже. 3 вида видел. Спасибо всем за просмотр. Жду ваших комментариев, конечно же, лайков и подписок. Всем до новых встреч.